Всем привет, с вами Bad Polygon, и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока Джордж Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено Bad Polygon, а ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь. Привет, это Джордж Пауэрс, Quixel. Сегодня мы поговорим о Projection, очень простом, но невероятно мощном модификаторе Mask Stack. Так, приступим. Модификатор Projection по существу позволит нам управлять свойствами преобразования маски, такими как мозаика, смещение и поворот. Этот модификатор практически идентичен параметрам настройки Placement, которые мы можем найти в настройках Surface Layer. Существует три разных типа мозаики: Tiling, Freeform и Box Projection. У каждой настройки своя цель. Итак, мы быстро рассмотрим, что делает каждый из них, а также рассмотрим внутренние настройки. Начнем с тайлинга, поскольку именно его мы будем использовать в большинстве случаев в текстурировании 2D поверхностей. Для начала рассмотрим ползунки Repetition. Эти ползунки позволяют нам регулировать количество повторений маски. Мы можем управлять повторениями на основе оси. Или мы можем просто захватить эту маленькую ручку между ними и перемещать их оба одновременно. Чуть выше Repetition находятся три радиокнопки. По умолчанию используется Tile XY, что позволяет маске повторяться по осям X и Y, но если мы выберем Tile X, мы все равно сможем делать тайлинг по оси X, а вот XY больше не будет повторяться, и вместо этого будет давать нам черное значение. Ползунки Offset позволяют нам настроить положение маски по осям X и Y. Rotate, соответственно, позволит нам вращать маску. Однако, поскольку целью этого режима является сохранение бесшовной мозаики, вращение фиксируется с шагом 90 градусов, чтобы гарантировать, что мозаика не нарушится. Далее у нас есть Freeform. Режим Freeform отключает тайлинг, что позволяет нам свободно масштабировать и вращать маску в UV-пространстве от 0 до единицы. Это особенно полезно, когда мы создаем детали, когда мы хотим иметь возможность индивидуально преобразовывать маску в нужный размер и местоположение. И поскольку это не связано с мозаикой, мы не ограничены пошаговыми настройками масштаба или поворота. Наконец, у нас есть Box Projection, который мы будем использовать для 3D ресурсов. Box Projection плавно проецирует маску на mesh с 6 направлений. Например, вот mesh из бревенчатой кучи из библиотеки Megascans. Давайте добавим сплошной слой к мешу, добавим Mask Stack, и после того, как мы применим шаблон Perlin Noise, перейдем в режим маски. Мы сразу заметим швы повсюду. И это потому, что этот конкретный mesh очень сложный и имеет много отрицательного пространства, для чего требуется довольно много UV островов. Излишне говорить, что нам не нужны эти неприятные швы. Итак, чтобы решить эту проблему, мы добавим модификатор Projection и воспользуемся режимом Box Projection из раскрывающегося списка. Сразу же UV-швы исчезли, однако у нас есть несколько настроек, которые мы можем настроить, чтобы помочь нам добиться наилучших результатов для этой проекции. Итак, давайте быстро пройдемся по ним. Во-первых, у нас есть Angle и Tilt. Это позволяет нам регулировать угол и угол наклона проекции. Ниже у нас есть несколько ползунков. Radius устанавливает мягкость переходов, а Height Influence смешивает разницу между высотами в точке пересечения. Между этими двумя настройками мы можем быстро придумать красивое и естественное смещение для этой маски. Далее Scale. И как вы, наверное, догадались, он позволяет нам настроить размер маски и количество ее повторений по сетке. Хорошо, теперь когда мы знаем, как работает модификатор, давайте посмотрим, как мы можем его применить. Мы начнем с довольно простого примера наиболее частого использования этого модификатора. А здесь у нас есть несколько выдавленных цилиндров на металлической поверхности. А теперь мы хотим добавить потертости и царапины по краям. Итак, давайте для начала активируем Solid Layer, который будет нашим сырым металлом. Добавим к слою Mask Stack, а затем мы начнем с компонента Curvature. После включения Edge Only потянем правую ручку ползунка уровня вниз, почти наполовину. Теперь давайте добавим компонент Map, чтобы внести царапины. Мы выберем вариант Library Asset, а затем мы перейдем к раскрывающемуся списку Imperfection и выберем Scratched Metal. Давайте немного подправим диапазон, чтобы получить больше контраста из изображения. Затем мы установим режим наложения на Add.
Теперь, чтобы ограничить царапины краями, мы собираемся просто скопировать слой Curvature и затем вставить его поверх. Затем мы просто изменим режим наложения на Multiply. И вот. Итак, при чем же здесь Projection? Что ж, когда я смотрю на царапины, они кажутся слишком большими для того, что я собираюсь сделать. И мы можем использовать модификатор Projection, чтобы сделать их немного меньше. Здесь мы выберем слой Map, а затем мы добавим модификатор Projection в стек масок. И если мы изменим количество поворотов на 2, мы увидим, что наши царапины стали меньше. Однако мы сразу видим, что происходят и другие аномалии. В его нынешнем виде модификатор Projection, который мы добавили, применяется ко всем слоям ниже, включая наш исходный компонент Curvature. А мы этого не хотим. К счастью, мы можем исправить это очень легко, заблокировав эффекты этого модификатора проекции для компонента Map, удерживая Alt, прокручивая модификатор Projection, а затем щелкая левой кнопкой мыши. Мы увидим, как окно слоя немного сузится и небольшая стрелка, направленная вниз слева. Это означает, что слой теперь привязан к слою ниже. Теперь мы можем настроить размер мозаики компонента Map полностью независимо от остальной части маски. И установка этого значения на 2 дает мне вид, который мне был нужен. Теперь давайте добавим немного мха к этому пню. Сначала мы активируем Solid Layer, а затем дадим ему Mask Stack. Давайте добавим Perlin Noise, а затем перейдем в режим маски. Вот еще один случай, когда швы довольно большие. Итак, после того, как мы немного поиграем с параметром Seed, мы продолжим и исправим проблему шва с помощью модификатора Projection. Мы установим тип проекции Box Projection, а затем снизим Height Influence до 0. И установим масштаб около 0,5. Поскольку noise генерируется процедурно, его использование само по себе часто заставляет текстуры чувствовать процедурно созданными. И мы определенно хотим этого избежать. Поэтому сейчас мы добавим компонент Curvature. Оставим все настройки в покое, за исключением того, что мы поднимем ручку левого уровня чуть больше, чем наполовину, а затем мы инвертируем результаты. После этого мы установим режим наложения на Multiply, и мы можем видеть, как некоторые детали коры маскируются, что действительно сводит к минимуму процедурный вид Perlin Noise. И, наконец, мы добавим Gradient Remap, чтобы мы могли настраивать значение маски с помощью ползунков диапазона. Если мы вернемся в режим PBR, то увидим очень естественный зеленый цвет, который изменил внешний вид этой текстуры. И если мы решим, что лучше использовать данные сканирования для мха вместо сплошного цвета, мы всегда можем добавить данные сканирования поверх твердого слоя, а затем просто удерживать Alt при щелчке между двумя слоями. Это заблокирует поверхность мха, которую мы добавили к видимым пикселям слоя ниже. Как всегда, я надеюсь, что это видео было полезно для вас и что вы смогли лучше понять, как модификатор Projection может быть чрезвычайно полезным инструментом для создания удивительных масок. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.